Героем нашей истории является бабушка по имени Ксения. Она была уже на пенсии и часто проводила свое время дома. Она проживала в небольшом поселке на окраине города. Ксения была добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь окружающим. Ее доброта и забота были известны всем соседям, и они часто обращались к ней за советом и поддержкой. Однажды, когда Ксения находилась дома, то услышала за дверью собачий лай. Выглянув за дверь, она не поверила своим глазам. Там был огромный алабай, а в зубах он держал сверток, в котором находился новорожденный младенец. Бабушка была потрясена этим зрелищем и сразу же взяла ребенка в свои руки. Она увидела, что малыш был хорошо одет и ухожен, но был оставлен без присмотра среди холодной осенней погоды. Сердце Ксении забилось чаще, она не могла понять, каким образом младенец оказался на ее пороге. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы обеспечить комфорт и безопасность ребенка. Бабушка сразу вызвала полицию и медиков, чтобы они приняли все необходимые меры. Ребенка забрали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Полиция начала активное расследование, чтобы найти мать ребенка и выяснить, как она оставила его на пороге дома Ксении. Все, что они имели, это сверток с некоторыми следами и маленькую подсказку, которую оставила бабушке рядом с младенцем. В то время, как полиция искала мать младенца, Ксения не прекращала думать о его благополучии. Она регулярно посещала больницу, чтобы узнать о состоянии ребенка и предложить свою помощь. Медики были восхищены ее заботой и представили ей возможность стать временным опекуном малыша. Ксения согласилась на это предложение с радостью и всей своей душой посвятила себя заботе о малыше. Она назвала его Ильей и создала для него уютное место в своем доме. Она покупала ему пеленки, кормила его из бутылочки и нежно укладывала спать. Ксения уделяла много времени, чтобы поиграть с ним и погулять на свежем воздухе. Она была счастлива, что могла дать ребенку то, что ему было так необходимо, любовь и заботу. Но время шло, и полиция так и не обнаружила мать Ильи. Ксения понимала, что ребенок остался без родителей и нуждается в постоянном опекуне. Она приняла решение официально оформить себя как его опекуна и стать его первым настоящим домом. Бабушка счастливо приняла это решение, зная, что она сможет дать Илье все, что ему нужно для счастливого и заботливого детства. Годы прошли, и Илья вырос в замечательного юношу. Он был благодарен Ксении за все, что она сделала для него, и всегда считал ее своей настоящей бабушкой. Ксения же с гордостью смотрела на Илью, зная, что спасла его от неизвестного будущего и дала ему возможность стать сильным и успешным человеком. Эта история стала известна всему поселку, и Ксения стала настоящим героем в глазах всех. Ее доброта и мудрость восхищали всех, и она стала примером того, как один человек может изменить жизнь другого к лучшему. Ксения продолжала помогать окружающим и делиться своей любовью с теми, кто ее нуждался. Таким образом, бабушка Ксения стала настоящим героем нашей истории. Ее доброта и преданность привели к тому, что маленький Илья получил любовь и заботу, которую он заслуживал. Их история стала примером для других о том, как одно доброе дело может сделать такую большую разницу в жизни человека. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.